Почему вы уверены, что найдете нужного нам кандидата? Убедите нас, что Executive Search действительно работает. Если все так логично, как вы говорите, объясните нам на пальцах. Добрый день, с вами Андрей Якунин, и это канал для и про топ-руководителей Директория. Сегодня рассмотрим кейс из истории General Motors. Узнаем, почему Pontiac не любил ванильное мороженое и, конечно же, поговорим про логику поиска Executive Search. Смотрите этот ролик до самого конца, потому что сегодня будет много интересного. Поехали! Этот ролик, как и большинство на этом канале, появились после очередной встречи с потенциальными клиентами. Их вопросы и озвучены в начале ролика. Давайте начнем с логики. 7 лет назад я впервые столкнулся с Executive Search. Мы запустили поиск топ-руководителя, то есть тогда я был на стороне клиента. Сначала мы пытались найти уникального управленца своими силами, но после нескольких безуспешных попыток мы пришли в Executive Search агентство. Мне, как человеку, склонному к рационализации, поиску логики в любых бизнес-решениях, сразу понравился процесс Executive Search. Я увидел в нем чистую, красивую математику, где цифры показывают, что нет никакого расчета на удачу в поиске директоров, только методичный отсев по заданным hard и soft skills. Когда бизнес-процессы прозрачные и красивые, то и результаты будут предсказуемые. По крайней мере, я в это верю, и большинство наших проектов это подтверждают. В бизнес-школе мы разбирали кейс про логику. Хочу поделиться им с вами. В 1978 году General Motors пришло письмо от клиента, купившего у них автомобиль Pontiac. Приведу его дословно. Вы сочтете меня сумасшедшим, но уверяю, это не так. Наша семья очень любит мороженое, поэтому по вечерам дети выбирают то, какое они хотят, и я еду за ним. И вот я приобрел ваш новый Pontiac. И честное слово, когда я беру ванильное мороженое, машина перестает заводиться. И если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта, нет проблем. Я понимаю, что это безумие, но что-то в этом авто реагирует на ванильное мороженое. Как бы в вашей компании отреагировали на подобное письмо? Предположу, что в 99% случаев письмо бы вызвало смех и было бы воспринято несерьез. Скорее всего, в Pontiac так и произошло. Но проверку по данному факту все же устроили. Инженер поехал к клиенту. На удивление, клиентом оказался образованный и очень адекватный человек, неплохо разбирающийся в технической части автомобиля. Инженер компании ожидал увидеть перед собой недалекого ботаника, инфантильного человека, но никак не человека технически разумного. Вдвоем они сели в злополучный Pontiac и отправились в тот самый магазин, чтобы купить ванильное мороженое. Купили, сели обратно в машину, упс, правда, Pontiac не заводится. Сходили, купили шоколадное, клубничное и банановое, вернулись в машину, все заработало. Автомобиль заводится. Мистика. Повторили эксперимент на следующий день и опять то же самое. Приезжают и покупают ванильное, Pontiac отказывается заводиться. Приезжают, покупают кокосовое, все работает как часы. Инженер, как человек с критическим мышлением, отказывался верить в потусторонние силы, шалящих духов или, допустим, аллергию железного автомобиля на ванильный вкус мороженого. Инженер General Motors методично записывал все детали. Сколько километров проехали, уровень бензина в топливном баке, температуру на улице, время суток и так далее. Через пару дней он нашел логику в нелюбви Pontiac к ванильному мороженому. Выяснилось, что морозильный ларь с ванильным мороженым, как самым популярным, находился недалеко от касс, тогда как все остальные располагались в глубине зала. И если клиент покупал ванильное, то двигатель просто-напросто не успевал остыть. В карбюраторе собирались горячие пары бензина и каким-то образом мешали запуску двигателя. Если же клиент брал мороженое из глубины зала, то этих 1-2 лишних минут хватало для исчезновения этих топливных паров. По итогам этого расследования General Motors внесли изменения в конструкцию карбюратора, исправив эту мистическую особенность Pontiac. Казалось бы, при чем тут Executive Search и кейс с Pontiac? Для меня ответ прост. В правильных решениях есть понятная логика. В Executive Search эта логика есть. Но и интересные истории с вами поделиться хотелось, чего уж скрывать. Итак, Executive Search. Логика поиска топ-менеджера. Первый этап. Консультанты агентства, основываясь на своей экспертизе в множестве проектов и, естественно, опыте клиента, формируют список отраслей и компаний, в которых они будут искать того самого топ-менеджера. На этом этапе логика такая. Определяем конкурентные сферы, либо схожие по ведению бизнеса и стандартным подходам.
На этом же этапе важно определиться с географией поиска. Кто-то смотрит только локально, без компенсаций переездов, аренд жилья и так далее. Кто-то наоборот хочет управленца только из-за рубежа. Если использовать аналогию с ловом рыбы, то на этом этапе определяем акваторию ловли рыбы и подбираем, какими снастями будем ловить ту самую заветную рыбу. Можно сказать, золотую рыбку, которая исполнит желания акционеров, вышестоящих руководителей или собственника. Допустим, мы выбрали 5 отраслей и только один географический рынок. Опять же, допустим, для нашего примера в Казахстане смотрим рынок FMCG, фармацевтику, оптовую дистрибуцию, розничный рынок и прямые продажи. Вот наша акватория. Второй этап. Далее определяем список компаний на этих рынках и в этих отраслях. Детально, методично. Фактически это аналитический проект, где мы исследуем рынок, интересный нашему клиенту, составляем поименный список компаний. В рыбацкой аналогии детально исследуем акваторию предстоящего лова золотой рыбки. Допустим, в этот список мы собрали 60 компаний, внутри которых мы будем искать нужного нам и нашему клиенту директора. Третий этап. Фактически именно на этом этапе мы приступаем к условной рыбалке. Аналитики агентства начинают идентифицировать подходящих под задачи проекта руководителей в каждой из компаний, определенных на втором этапе. И если на первом этапе мы взяли один географический рынок и 5 отраслей, а на втором определили 60 целевых компаний, то на этом этапе мы сформировали список конкретных менеджеров. Допустим, опять же для нашего примера, что это будет 100 руководителей, формально соответствующих требованиям проекта. 1, 5, 60, 100. На каждом из этапов мы методично формируем качественную базу для поиска, постепенно расширяя процесс от 1 до 100. Итак, мы с клиентом видим перед собой список 100 действующих топ-менеджеров, работающих в данный момент в данных отраслях. Заметьте, не вообще специалистов на рынке, когда-то работавших на подобных должностях в подобных отраслях, а управленцев, работающих именно сейчас и обладающих самыми актуальными знаниями и навыками. Именно поэтому второе название Executive Search – это прямой поиск. Прямой поиск в действующих бизнесах. Где-то в этом списке 100 затерялась искомая золотая рыбка, а скорее всего 3-5. Четвертый этап. Первичные контакты с потенциальными кандидатами. Это когда консультанты связываются с руководителями и узнают их потенциальный интерес в новом месте работы. Обычно на этом этапе около 30% отказывается в силу самых разных причин. В нашем примере из 100 остается 70, тех, которые работу не ищут. У них в принципе все хорошо на текущей работе, но готовы пообсуждать что-то новое и познакомиться с нами на будущее и как кандидаты, и как клиенты. Заметили, мы начинаем сужать зону 1, 5, 60, 100 и уже 70. Пятый этап. Это очень условное деление, но я так для себя идентифицирую этот этап. Отбор кандидатов по сугубо формальным техническим характеристикам, условно по hard skills. Обычно это какие-то критичные для клиента требования. Допустим, такие как знание английского языка, опыт работы в иностранной компании, наличие MBA и так далее, и так далее. По этому этапу у меня нет четкой пропорции в процентах, сколько людей отсеиваются. Допустим, из 70 человек 30 не соответствуют по тем самым hard skills. Остается 40. Мы все ближе и ближе подбираемся к золотым рыбкам. С каждым этапом качество и соответствие проекту у руководителей возрастает. Это как в рыбалке. Размер ячейки невода позволяет определить, какую рыбу мы хотим поймать. Большую, среднюю или, пусть будет приемлемого размера. Шестой этап. На этом этапе основное внимание к так называемым soft skills. Какие компетенции демонстрирует человек в своей работе? Насколько он совпадает с компетенциями, требуемыми для успешной работы в компании клиента? Успешной и не очень истории, личностные характеристики, культурные ценности, мотивация и так далее. На этом этапе мы находим тех самых 3-5 золотых рыбок с максимально близко соответствующих бизнес-чаяниям клиента. Из этих 3-5 финалистов и делается чаще всего выбор того, кому будет предложен джоб-оффер. Посмотрим ретроспективно. Определили один рынок, выбрали 5 отраслей, обозначили 60 компаний, идентифицировали 100 потенциальных кандидатов. Определили 70 кандидатов с потенциальным интересом, отсеяли 40 кандидатов с нужным hard skills, из оставшихся отобрали максимально точно соответствующих 3-5 человек. Сначала расширили цифры от 1 до 100, потом схлопнули воронку от 100 к 3-5. Заметьте,
Помимо отличного кандидата, компания на каждом этапе получает массу полезной информации о бизнесе конкурентов, о рынке заработных плат, уровне компетенций других управленцев и так далее. Это не просто поиск нового человека, это большой аналитический и важный для компании проект. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Всем успехов, всем спасибо, пока. Логично, не правда ли?